В Японии есть райский остров, о котором, скорее всего, вы никогда не слышали. И после этого видео вы наверняка задумаетесь, почему многие знают Окинава, но не это место. Здесь пляжи, которые легко спутать с Мальдивами, древние святилища, которым больше 1000 лет, горячие источники с видом на море и морские ежи, которых по многовековой традиции добывают женщины-ныряльщицы Ама. И самое удивительное, несмотря на всю эту красоту, сюда почти не приезжают иностранные туристы. Сегодня мы отправляемся на остров Ики, одно из самых удивительных и недооцененных мест Японии. Доброе утро! Сегодня я и не Изами, а Лиза, кто помнит Лизу, приехала из Токио, чтобы поехать вместе со мной на остров Ики. И сейчас у нас 7:30 утра. Да. Мы очень сонные, поэтому извиняюсь за наше low tension. И опухшие лица. Нам нужно выпить несколько чашек кофе, но, к сожалению, до Ики не так уж и много паромов выплывает, всего лишь 3 или 4 в день. Да. Самый ранний в 8 утра, дальше в 10 с чем-то, и все паромы, кроме раннего, были забиты. На удивление, хотя сегодня воскресенье. Да, то есть люди едут, видимо, на один день только или, возможно, с ночевкой до понедельника на остров Ики, чтобы отдохнуть, и это, оказывается, довольно популярное среди японцев место. Здесь пока я не видела ни одного туриста, кроме нас. Так что сейчас мы будем выезжать. Поехали с нами. Скорее, быстрее. На пляж. Хотя в Фукуоке тоже очень много пляжей. Но хочется на острова. Да, новое. И там очень много именно известных по всей Японии, даже красивых пляжей. Наш паром называется Винос. Это прямо для нас. Но, по-моему, он поменьше, чем я ожидала. Такой лодочка. Остров Ики находится всего в 1 часу на пароме от порта Хаката в городе Фукуока, но, несмотря на близость, это уже другая префектура – Нагасаки. Этот остров не просто популярный курорт у местных, но и национальное наследие Японии. Он получил такой статус благодаря своей более чем 2000-летней истории, как важного моста между Японией и материковой Азией. Здесь до сих пор сохранились древние святилища, археологические памятники и богатые традиции, которые уже редко где встретишь. Вы потом поймете, о чем я. Уже приехали на остров Ики, и первым делом мы взяли в аренду машину, потому что, конечно, можно без машины, но с машиной удобнее. И за нами приехали вот так вот даже в сам порт, чтобы отвезти нас до места, где наша машина. Супер удобно, мы единственные в такой большой машине. Сейчас нас, отвезут прям приватно в место, где рент-кар, машина в аренду. Но знаете, даже у нашего отеля, где мы сегодня становимся, есть встреча в порту, поэтому если вы без машины, тоже удобно, вас подберут, отвезут. Есть в аренду велосипеды на острове, так что даже без прав вполне себе комфортно, мне кажется. Вот в таком месте мы сегодня берем машину в аренду, называется Towa Rental Cars. Не знаю, говорят ли у них на английском языке, но дедушка, мужчина, который нам эту машину дал в аренду, был очень добрый, все рассказал про этот остров. Машинка вот такая маленькая, компактная, но нам этого хватает. И на 2 дня она стоит всего лишь 11 000 йен. Это супер дешево. Сегодня и я, и Лиза будем водить. Смотрите, какая хорошенькая. Как красиво. Пейзажи тропические. Мы приехали в место под названием Сакёбана. Это мыс с невероятно красивыми пейзажами на море. На острове Ики очень много красивых локаций, которые мы хотим посетить, но у нас всего лишь 2 дня, к сожалению. Вика там напинила на неделю. Да, у меня все мои Google карты полностью в пинах, которые я хочу посетить. Мы, конечно, постараемся многое сегодня показать в видео, но да, надо будет еще раз вернуться. И знаете, я тут подумала, я не представляю, как люди раньше путешествовали без интернета за границу, тем более. У тебя абсолютно все в телефоне, и твои карты, и переводчики, и мессенджеры. Поэтому, если планируете поехать за границу, особенно в Японию, или в любую страну, советую и симку от Digicel. Сейчас как раз ссылочка в описании моего видео есть на этот сервис. У них можно заранее приобрести
и симку, то есть сим-карту, которая без физической карты, и вы уже по приезду в страну будете иметь интернет, и никаких проблем у вас не будет с выниманием карты, вставлением карты еще раз. Я так сим-карту даже теряла как-то за границей, что совсем не комфортно. У Digicel можно подобрать тариф практически до любой поездки от 1 гигабайта до безлимитного интернета в Японии и многих других странах, как Китай, Корея, Турция, Вьетнам, Таиланд и так далее. Супер удобно, что можно активировать и симку заранее удаленно, поэтому приезжайте в страну, уже имея доступ к интернету. Скорость тоже отличная, более чем хватает для загрузки карт, фотографий, видео и обычной работы удаленно. На их сайте есть не только eSIM, но и подписки на разные сервисы в поиске, Apple карты, Microsoft Office, подписки на нейросети и так далее. Перед покупкой читайте отзывы на продукты и продавцов, а если будут вопросы, поддержка работает круглые сутки. Даже в такой локации на утесе у вас будет интернет в Японии, если вы приобретете eSIM-ку от Digicel, поэтому покупайте eSIM от Digicel, ссылка есть в описании этого видео. Невероятная природа, эти скалы, и здесь вот так вот храмик. Мужчина, который дал нам в аренду машину, рассказал, что сегодня проходит фестиваль Ики Гион Ямакаса, называется, летний фестиваль, когда носят вот такие вот украшения. И сегодня с 9 до 3 дня они будут вокруг порта, где мы как раз остановились, куда мы приплыли, носить украшения и даже ими сражаться. Так что нам прямо очень повезло. По-моему, у них проблема пройти между этими вратами. Высокая. Мешает. Ну да, традиционные украшения не были готовы к современности. Уникальный экспириенс в Японии посетить такой фестиваль. Я надеюсь, что я забеременею после этого фестиваля уже. Ребята, если вы думаете, что вам показалось, вам не показалось по Фрейду украшение на этом острове. Также есть уникальный храм, куда мы сейчас идем, тоже в той же тематике. У нас девичник, мы можем себе позволить. Мужья сидят дома, мы идем в храм. С этим самым. Но по-настоящему это не извращенский какой-то храм, а храм, чтобы было легче забеременеть, загадать желание, или роды, чтобы были легкие, чтобы не было разных болезней, связанных тоже таких. Поэтому это очень важный храм. И это все природно. Вика, не смейся. Ребята, да, это храм того самого. Я не знаю, заблюрить это или нет для Ютуба, но вот такой вот храм. Нужно обязательно желание загадать здесь. Обычно здесь монетку кидают. И внутри тоже очень интересно сделан храм с разными украшениями. Можете остановить видео, посмотреть. Он больше меня размером. На целую голову, да. Но это для большой удачи. Знаете, в Японии в разных храмах и также известных локациях, какие-то красивые станции, статуи, можно штампы ставить, что вы были в этом месте. И здесь тоже такой штамп есть. И даже вот такая вот бумажечка с историей этого храма, где можно штампик поставить. Если у вас есть специальная тетрадка, то можно в тетрадке. Вот, и здесь прямо, смотрите, красная краска. Окей. Хорошо, там прилепились чернила. Ну-ка. Плохо! Цензура! Ты как раз не надо мозаику делать. Одна из особенностей острова Ики, здесь очень много храмов. В Японии, в принципе, много синтоистских и буддийских храмов, но на этом маленьком острове с населением всего лишь 20 тысяч человек более 150 храмов. И одна из причин тому считается, что Ики был один из первых островов, которые создали японские божества синтоизма. По древним легендам Коджики считается, что были божества Изанами и Изанами,
Наги, которые жезлом специальным создали японские острова, 8 островов основных, и 5-й остров, который они создали, был именно остров Ики. Поэтому это очень важное место в легендах японских о создании этой страны в синтоизме. И из-за этого здесь очень много храмов, которые почитают японских древних божеств. И многие японцы приезжают сюда просто помедитировать, походить по разным храмам. Настоящее sanctuary, так бы я назвала это место. И мы сейчас приехали в вот такой маленький храм, называется Коджима Джинджа, который, смотрите, к нему даже можно дойти. Какая красота! И нам очень повезло. Сейчас 10:30 утра, и есть дорожка, которая ведет к этому храму. Мы можем даже пройтись. Да, конечно, кроссовки не самая лучшая идея была. Для этого путешествия лучше шлепанцы. Нормально? О! Природа словно сама определяет, когда сюда можно попасть. Во время прилива святилище оказывается отрезанным от суши, а во время отлива море словно открывает к нему дорогу. И, как и полагается для острова, это святилище связано с молитвами о безопасном плавании, хорошем улове и защите моряков и рыбаков. Уже 12 дня, время обедать. Мы специально сегодня не завтракали, потому что у нас сегодня будет настоящий гастро... Мы встали слишком рано, да. Но у нас будет настоящее гастропутешествие. Ики остров известен не только храмами, но и вкусной едой. Здесь выращивают много коровочек, у них есть местная вагю, икигю называется, говядина. Также морепродукты, конечно же, мы на острове находимся, и особенно морские ежи. Да, я сразу сказала, что мы едем есть морских ежей. Ты не особо любишь? Нет, ну может быть give them a try, я не знаю, попробовать сегодня. Некачественные морские ежи, они невкусные, они горчат, но я надеюсь, что если мы в месте, которое известно морскими ежами, которые здесь вылавливают ама, женщины такие, бабулечки, нырцы, которые достают все вот эти вот ежи руками, я надеюсь, что это будет вкусно. Так что мы сейчас приехали в место местное, Харахоге называется, вот такая столовая местная. Это очень популярное место, поэтому нас посадили вот на такой вот столик вместе с другими японочками. Сейчас мы наедимся, вот такие разные наборы. Да, нам нельзя наедаться, у нас еще вечером будет ужин в отеле. Здесь есть меню на английском языке, так что не волнуйтесь. Если вы приехали на остров Ики, нельзя пропустить их местных морских ежей. Здесь ловят несколько разных видов. По многовековой традиции их добывают женщины-ныряльщицы ама. Без аквалангов они ныряют на глубину до 10 метров, задерживая дыхание почти на 1 минуту, чтобы вручную собрать улов. Ремеслу ама уже более 2000 лет, и оно до сих пор считается частью жизни острова. Даже если вы считаете себя не ценителем морских ежей уни, дайте им шанс на этом острове. Не пожалеете. Наш обед смотрится шикарно. Это то, ради чего я хотела на этот остров приехать, конечно же, морской еж. Здесь у нас мисо-суп такой с местными водорослями, и также кайсендон, морепродукты, морской еж, икра немного. Попробую только морского ежа, скажу Лизе сразу, стоит оно того или нет. Нам сказали, что по-настоящему сезон, когда ловят морских ежей, это май и июнь. Сейчас уже июль, поэтому не самый сезон, и они замораживают, но все равно должно быть вкусно, поскольку местное. Лиза, ты сможешь его съесть. Хороший. Мы насмотрелись на красивую чистую воду и решили приехать на пляж. Вы только посмотрите на цвет этой воды. Я в шоке, если честно. Я знала, что мы едем в место, где красивые пляжи, но я не думала, что они настолько красивые. В реальности смотрится еще красивее, чем на видео. Настолько прозрачная, чистейшая вода, совершенно нет мусора. И также нам очень повезло с погодой. Сегодня солнечно,
при этом не слишком жарко, где-то 33. И знаете, это главное отличие, наверное, вот Кюшю и Окинава островов. На Окинава тоже очень красиво, но там еще более тропическая погода, и там жарче, и также часто меняется погода, поэтому там, знаете, такую вот солнечную погоду, как сегодня, застать не так просто. Мы были на Окинава не раз, и каждый раз мы приезжали, было пасмурно. А когда пасмурно, конечно, пейзажи совершенно другие. Так что сегодня у нас все идеально. Я в шоке. Это видно, потому что мы пошли утром в тот храм. И этот пляж, как я понимаю, больше для семей с детьми, потому что здесь буйки очень близко и ограждение, далеко не поплаваешь. Но для тех, кто, как я, не любит далеко плавать, это идеальное место. И также на Ики очень много разных пляжей, поэтому мы сегодня и завтра будем много разных мест посещать, и все вам тоже покажем. А сейчас идемте плавать. Честно вам признаюсь, я очень плохо плаваю, и обычно плаваю только там, где я могу достать ногами до дна, поэтому я была приятно удивлена, что на этом пляже, даже там, где мелко, было очень много разных рыбок. Это все рыбки фугу, такие маленькие в точечку, а большие рыбки это тай, морской лещ. Их было очень много, и они не боялись людей, подплывали к нам вплотную. С переездом на юг Японии больше никаких открытых купальников и бикини, потому что здесь очень сильное солнце, и даже если мазаться кремом от загара, это не спасает, и будешь красный как рак буквально через час на море. Поэтому сегодня я полностью вся в специальной одежде с защитой от ультрафиолета, и знаете, в этом совершенно не жарко, и также мне не нужно постоянно мазаться, поэтому чудесно. Чудесный был пляж, но мы еще не наплавались. Приехали на второй пляж за сегодня. У нас бич-хоппинг, видимо, сегодня с Лизой по разным пляжам Ики. Смотрите, это карта. Очень много разных пляжей на этом острове. И второй пляж, который мы сегодня посетим, Тацки-бич называется, входит в топ 100 самых красивых пляжей в Японии. Здесь пляж более длинный, широкий. Но, мне кажется, здесь не очень много живности водится, поэтому для тех, кто хочет сноркелить, пляж, где мы были до этого, возможно, поинтереснее. Но здесь тоже очень чистая вода. Хорошо в такой деревне водить, очень удобно, даже если ты неопытный водитель, мало машин, дороги ровные, при этом даже несмотря на то, что это остров. Красиво, ты знаешь, это как Австрия. Да, такая зелень. Мы довольны, накупавшиеся, немножко уже даже сгоревшие, особенно Лиза. Лиза белая. А, я уже сгорела. Уже сгорела, да. Сейчас уже едем в наш отель отдохнуть. У нас будет отель с горячими источниками, с ужином, где будут разные блюда этого острова. Отель называется Ики Ретрит. И у нас просто уже бурлят животы, мы голодные, мы готовы. Это наш сегодняшний отель, где мы остановимся. Называется Ики Ретрит. Шикарно. Идемте внутрь. Ну что ж, идемте в наш номер. Конечно же, это японский отель, поэтому мы снимаем здесь обувь обязательно. Вау! Посмотрите, какая красота! Вид на море из окна. У нас японский номер, поэтому здесь татами, столик, балкон с видом на море, пейзаж невероятный. Здесь также есть ротенбюро, горячие источники прямо на улице. Дейбед, место, где можно отдохнуть, полежать после горячих источников. Номер очень просторный, я не ожидала. Кровать. Мы с Лизой будем вместе спать сегодня. У нас такая кровать огромная. Шикарно. У нас дейт туда, у нас это девичник. Здесь тоже вид шикарный.
Отель отреставрированный, поэтому немного по нему видно, что он не новый, но все очень чистое. Конечно же, в японских отелях обычно есть все необходимое, и зубные щетки, и пасты, и бритвы, расчески. Мне также очень нравится, что в японских отелях часто высокого качества все эти шампуни, лосьоны, крема. Здесь, например, используется местный бренд Ики Каэл, наверное, читается, с использованием местных оливковых деревьев, их масла и листьев. И здесь есть все необходимое, и лосьоны, и крема. Как раз вот Лиза рассказывала, что Да. в Европе. Я вот только что вернулся из Европы, даже самый хороший мотель у нас не было даже щит. Да, японский сервис, конечно. Вообще, вообще. Здесь у нас душ, туалет. Также у нас есть пижама и все необходимое. Носочки вот такие, таби раздвоенные. Пакетик. Вот это джимбей, скорее всего. Это где штаны и кофта отдельная, что очень удобно. И вот это будет наша пижама. Вот в этом можно даже на ужин и завтрак ходить, что удобно. Здесь еще одна ванна. Здесь тоже душ, туалет. Это потому что он мне рассказал, управляющий отелем мне рассказал, что они переделали здесь номера. Раньше это были маленькие номера, и они убрали стены и соединили 2 номера в один. И поэтому, да, у нас лакджери, у нас 2 душа, 2 туалета. Прямо идентично той Да. Класс! Идем в горячие источники мыться после нашего пляжа, потому что мы соленые. Мы еще вообще эффект не смыли, нам так стыдно было. Да. Во всех номерах здесь есть горячие источники внутри номера, но мы хотим посмотреть также общественный. Классно, что можно горячие источники и внутри номера использовать, и также вот так вот общественные, потому что общественные немножко больше размером. Пока никого нет, можно снять видео, нам разрешили. И особенность горячих источников на острове Ики, здесь они с разными минералами, и поэтому цвет вот такой. И здесь есть также горячий источник на улице, называется Ротенбюро на японском языке. Я обожаю, когда на улице горячие источники, потому что есть очень приятный перепад температур. И здесь еще и с видом на море. Какая красота! Ужин на закате. Это меню нашего ужина, курс из разных блюд, которыми известен остров Ики. И меня радует, что здесь даже на английском языке все подписано, потому что много есть названий, даже которые я не знаю, разные рыбы, виды мяса. Ну что ж, компания. Спасибо за компанию. Тебе спасибо за прекрасный день. Теперь очень живишник в моей жизни. Да, очень приятно, когда два ютубера, потому что Лиза тоже с телефоном в руках постоянно, и мне не стыдно, что я постоянно снимаю. Перед нами очень аппетитно готовили сашими, и наконец-то они пришли. Итадакимас. Ики известен своими морскими ежами. Мы сегодня на обед уже ели. И снова у нас на ужин морские ежи тоже. И вот называется Мурасаки уни. Это фиолетовый еж. И Лиза думала, что он будет прям фиолетовый. Я пробовала. Я говорю, как он фиолетовый, чисто оранжевый. Он не И фиолетовый. принесли приз такой же оранжевый. Это просто Обычный еж. название вида ежа. Мне очень понравилось, что на ужин было много разных маленьких блюд, поэтому можно было пробовать разные вкусы. Практически все использовалось местное, местные овощи, местные морепродукты, как морское ушко, спаржа, аспара, морской еж уни, конечно же, а также местная говядина и кигю.
Главное блюдо – это скияки из местной говядины и кигю. Обычно ее едят вот так вот с сырым яйцом. Яйцо взбивают и потом окунают сюда говядину приготовленную. Шикарно. Просто божественно. Фу, мы выкатились с нашего ужина. Да, в прямом смысле, как колобочки. Очень было вкусно, но очень много. И сейчас мы хотим еще раз пойти в горячие источники и ложиться спать. И завтра у нас еще один день на острове Ики. Поэтому всем спокойной ночи. У нас еще завтрак впереди. Да, еще завтрак. Тяжело сейчас об этом думать. Пытки едой я это называю, да. Ой, Спокойной ночи. Доброе утро! Сегодня наш второй день на острове Ики. Сейчас где-то 7:30 утра. Мы очень хорошо выспались после вчерашнего пляжа, горячих источников и вкусного ужина. Я даже не поняла, во сколько вчера я уснула. Лиза еще чай себе заваривала, но я уже ничего не помню. Я вырубилась. Это было хорошо. И сегодня у нас тоже будет очень насыщенный день. Вначале мы позавтракаем в отеле. Думаю, тоже у нас будет шикарный завтрак. И также потом мы поедем на необитаемый остров здесь. Так что насладимся островом Ики по полной. Идем на завтрак. Приятного аппетита. Знаете, мы только сели за стол, и к нам подошла девушка европейской внешности и такая: вы говорите на английском языке? Мы такие: да. И она такая: знаете, я так рада вас видеть. Вы единственные другие иностранцы, которых я на этом острове видела. По-моему, я здесь была единственная все это время. Как она сюда добралась? Да. И просто, чтобы вы понимали, насколько мало иностранцев здесь, почти все, кто приезжает сюда, это японцы, вот местные, настолько это скрытая локация, что другие иностранцы рады видеть других иностранцев. Такие: вау, как вы нашли это место. Вид, конечно, из этого отеля шикарный на все эти маленькие острова вдалеке. Очень красиво. Мы очень не хотели выселяться из этого отеля, но у нас было много планов на этот день, поэтому после кофе с таким чудесным видом мы отправились дальше исследовать остров Ики. Сейчас мы приехали в порт, откуда выезжает вот такая вот лодочка до необитаемого острова под названием Тацуношима, что переводится как «остров драконов». И это необитаемый остров, где не живут люди, но там очень красиво, можно купаться, и также можно проехаться на этой лодке по разным красивым локациям, что мы сегодня и сделаем. Летом нельзя бронировать заранее сюда места, к сожалению, поэтому кто первый приехал, тот на лодку и сел. Билеты стоили 2500 йен, включая прогулку по вот таким вот местам красивым на лодке. На вот такой вот маленькой лодке мы выдвинулись в сторону необитаемого острова Тацуношима, что переводится как «остров дракона». Считается, что очертания острова напоминают лежащего дракона, поэтому с ним связано множество местных легенд. Очень красиво! Если вы хотите просто поплавать на пляже, до необитаемого острова лодка идет всего лишь 10 минут. Но мы выбрали прогулочный маршрут длиной в 30 минут, который позволяет объехать остров с разных сторон и посмотреть на природно сформировавшиеся пещеры и скалы. Этот остров входит в особо охраняемую зону национального парка, поэтому природа здесь особенно красивая и практически нетронутая. Хотя, конечно, был и мусор, прибитый к берегам с моря. Эта скала похожа на Наполеон, такая аппетитная, слоями.
Вау, как красиво! Скажу, развлечение не для тех, кого укачивают на кораблях. Мури. Приближаемся к безлюдному острову Тацуношима. Тут реально вода такого цвета шикарного. Красиво. Сердечко. Хато, мимир. Нас высадили на необитаемый остров Тацуношима. Мы уже смеялись, что это громко сказано, что он необитаемый, здесь куча людей. Очень обитаемый. Очень обитаемый, но здесь не живут именно люди, Но но очень часто приезжают. Но оно реально того стоит сюда приехать. На этом острове можно поплавать. И также здесь есть туалет и душ, что уже хорошо для необитаемого острова. Назад поедем через 2 часа. Очень удобно, на этом острове есть вот такое вот помещение с крышей, где есть переодевалка, туалеты, душ даже, и вода продается. Необитаемый остров 100% удобнее, чем многие пляжи, даже в Токио и Фукуоке. Единственное, что здесь, конечно, нет ни кафе, ни ресторанов, ничего, вот только это маленькое помещение, поэтому всякие фрукты, еду можно брать с собой, но вот вода в крайнем случае есть. Идем, и нам идти вон туда, я так понимаю. Нам идти далеко, да. Сейчас отлив, наверное, не всегда так. Да, но если мы пришли пораньше, наверное, мы бы уже были в воде. И еще вода очень теплая. Поскольку мы приехали после обеда, уже был отлив и было не слишком много разных рыбок на мелководье, к сожалению, советую с утра пораньше приезжать, но даже несмотря на это, природа была невероятно красивая, и, пожалуй, это одно из самых красивых мест, которые я посещала в Японии. Это было 2 дня на скрытом от глаз многих туристов острове Ики. Нам не хватило этого времени. Здесь оказалось намного больше мест, которые было бы интересно посетить. Поэтому советую посетить остров Ики, если вы любите тропическую атмосферу, историю Японии и, конечно же, красивые, шикарные пляжи, горячие источники. Мне кажется, здесь было все. И вкусную еду. Вкусная еда, все, что нужно для Всё. ретрита и От отдыха. За 2 дня, но мы хорошо отдохнули. Очень хорошо. Да, просто перезарядка по полной. Это было шикарно. И отель был шикарный, все было великолепно. Всё было великолепно. Просто Надеюсь, вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем Приезжайте, пока, да. приезжайте. пока.